находимся между вами и клиентами. А почему у меня квартира не сдается? На самом деле это огромный бизнес. Это не игрушка, это колоссальная работа, которая делается командой профессионалов. Они говорят, мы купили квартиру и обставляли ее с любовью. Я говорю, ваша любовь на сумму сдачи не влияет. Никто никого не держит, это же не рабство. Привет всем, меня зовут Виталия, добро пожаловать на мой канал. Итак, в этом видео мы поговорим с несколькими управляющими компаниями, чтобы вы понимали, кто как работает и что у вас есть выбор. И я пройдусь по самым топовым вопросам, которые задают собственники, перед тем, как отдать свой объект в управление. Ну что, готовы? Поехали! Как найти надежную управляющую компанию? Первое, на что мы обращаем внимание, это время ответа. То есть менеджер должен отреагировать быстро. Это либо первая волна должна быть у компании, которая работает 24 часа и обрабатывает все входящие заявки, либо менеджер входящих звонков. Наверное, компаний 20-30%, которые являются официальными, легальными работающими компаниями, которые имеют тайский став, которые имеют тайских юристов. Вы можете найти популярные объявления на Airbnb и Booking, посмотреть отзывы. Если гости очень часто благодарят именно за сервис, именно за отзывчивость, то можете смело таким компаниям писать. Просто можете пообщаться с несколькими представителями, и вы будете примерно понимать, кто как работает. Конечно, вы можете запросить рекомендации. Если у ваших друзей уже есть тут недвижимость. Я думаю, порядка 50 писем я получала просто о том, что «Здравствуйте, у меня есть недвижимость». В основном это через Airbnb было, кстати. У нас есть недвижимость, мы бы хотели с вами пообщаться. Есть ли такая возможность, мы хотели бы с вами работать. Апартаментами никогда не может управлять 1 или 2 человека. Потому что это профессиональная деятельность, которую должна вести именно компания. У компании должен быть финансовый отдел, у компании должен быть фронт-офис, бэк-офис, так называемые люди, которые являются лицом компании, когда они встречают гостей. Плюс вы можете попросить, конечно же, статистику. То есть, если вы говорите, у меня, допустим, студия в этом районе примерно такой площади, примерно вот так укомплектованная, какую доходность я могу получать? Если компания работает не первый год, или уже работает в этом районе, то она может вам предоставить отчетность. Собственники очень часто и очень трепетно относятся к своим деньгам, к своему доходу, который они будут получать. То есть очень важно знать, как выплачивает компания, это официально или неофициально, и также, как часто она это делает, как часто они делают обновления, и как подробно они расписывают расходы, которые они будут осуществлять при управлении вашей виллой или апартаментами. Поэтому через общение общаетесь, задаете наводящие вопросы, получаете статистику и дальше делаете выбор. Второй вопрос. Какие налоги должен я платить со сдачи своей недвижимости? Какой будет налог, зависит от того, какая у вас квартира по площади. Второе – это коммерческое использование, тогда это будет максимально 0,3%. Либо это под резиденцию. До этого на Пхукете были такие случаи, что можно было использовать квартиру под аренду, но платить, как будто вы в ней прописаны, либо она только вот для резиденции. Но, скажем так, вы поэкономите, наверное, максимум год-два, потом такие моменты все-таки вскрываются, потому что все равно органы, они просматривают Booking, просматривают Airbnb, и поэтому в какой-то период времени вам все-таки придет налог повышенный. К одному собственнику в один год приходило 0,3, а в другой год 0,02. Я при этом не делала ничего, и собственник тоже при этом не делал ничего. Ну, можем еще сказать, что в Лагуну, допустим, как бы не приходят налоги иногда. Сейчас вообще я ни разу не платила. Вот. А в другие проекты приходят. На Короне я знаю, что тоже не приходят налоги. То есть это тоже зависит еще от самого муниципалитета, района. Да, то есть муниципалитет Чангталей на Сурине, он работает в этом плане хорошо. Он собирает налоги со всех. Поэтому будете ли вы оплачивать налоги, будет зависеть от того, где у вас недвижимость. И обычно это приходит в конце января, либо вот в начале апреля. Потому что несколько платежей крупных происходит именно в этот период. Какую доходность ожидать на Пхукете? Как управляющая компания с опытом, я могу сказать, что доходность от 5 до 7%. В некоторых объектах можно сделать 10, это зависит от того, за какую цену вы покупали этот объект. Следовательно, цена должна быть достаточно низкой. Стандартная ситуация. Одна квартира в пешей доступности до моря, 40-45 квадратных метров, ну, там 35 начнем со студии. Она будет приносить в районе 350 где-то тысяч бат чистыми.
те сказки, которые рассказывают в последние 2-3 года по поводу доходности в 15, в 20% больше? годовых, это все сказки. На моем опыте 7-летнем я таких как бы не знаю, если честно, процентов, поэтому, скорее всего, это неправда, и надо очень сильно изучать статистику тех, кто хочет предоставить такой сервис. Средняя про квартиры это 5-7, если мы говорим про виллы, то это 2-3%. Какие документы необходимы для сдачи недвижимости в аренду? На самом деле жильцы, они могут запрашивать документы, но как управляющая компания мы не всегда их предоставляем, потому что все-таки это информация собственника, и если у жильцов есть возражения, и они опасаются, что тот ли объект мы сдаем, то мы как бы это в диалоге решаем и спрашиваем, почему у них такие вообще запросы, как бы что случилось в прошлом. Потому что все равно мы за приватных собственников, и просто вот всем отдавать их документы мы так не делаем. Опять же, почему могут это спрашивать? Могут спрашивать для визы, в этом случае мы берем полностью предоплата, составляем контракт, и для визы, да, мы можем предоставить документы собственника на эту недвижимость вместе с контрактом. Также, где могут понадобиться ваши документы? Это ТМ-30, это форма регистрации. Это уже важный момент. Вы обязаны, как собственники, по закону регистрировать всех, кто приезжает и заселяется в ваши апартаменты, в общем, в вашу виллу. Это можно делать удаленно. И вот в этом случае, если клиенту нужны вот прямо на сегодняшний день эта регистрация, то мы это все делаем онлайн. Этим клиент сам самостоятельно не занимается, он не трогает ваши документы, он получает просто PDF о том, что он в этой квартире зарегистрирован. Но непосредственно сам клиент как бы вашу информацию не получает. Какие документы нужны для того, чтобы зарегистрировать эту ТМ-форму? Это ЧНОТ с 2 сторон, это ваш паспорт и это блюбук, если у вас есть. В некоторых случаях мы сталкиваемся с тем, что есть недвижимость, за нее платятся налоги, но, например, по каким-то обстоятельствам у нас нету блюбука, у собственника его тоже нет, поэтому регистрация ТМ-формы проходит без блюбука. Как обезопасить свою недвижимость? Я бы сказала так, что это в основном все-таки ответственность уже управляющей компании. Если мы говорим о том, что происходит внутри вашей квартиры, то есть если сломали телевизор, сломали какой-то декор, что-то разбили, то это вычитается из депозита за счет гостей. Если мы заходим, и мне видео в чат присылают, где разбитые бутылки, просто огромные мусорные пакеты собранные, мы берем двойную оплату. По нашему договору управления у нас прописано, что мы, как управляющая компания, обязаны предоставлять фотоотчет собственнику раз в 2-3 месяца. На самом деле, по факту, у нас не получается это делать так часто, мы это делаем гораздо реже, потому что квартиры все-таки заняты, в квартирах проживают гости. Ну и как бы следующий момент. Собственники нам на самом деле доверяют. Собственник приезжает раз в 2 года, также заходит в квартиру, просто смотрит, в каком она состоянии находится, и этого достаточно. Кстати, ребенок у нас однажды тоже дверь просто ломал, там бил ее, что-то там подделывал, в итоге просто пробил вот такую дыру. В течение месяца, пока жили родители это все прекрасно видели. Сказали, ну а что мы сделаем? Ну, маленький. Дилемма перед руководителем встает такая. Когда ты узнаешь о том, что у тебя критичные повреждения в квартире, например, у тебя разбит телевизор, например, у тебя изрисованы стены, где нужна покраска, где нужна большая замена, требующая определенных вложений, кто-то предпочтет это скрыть. И, например, осуществить какую-то замену стиральной машины, замену телевизора, покраску стен без уведомления собственника. Я всегда стараюсь быть честна, и какая бы ситуация страшная ни была, об этом нужно оповестить и предложить решение. Потому что профессиональная компания отличается от непрофессиональной тем, что она уже знает, что делать, в какие сроки это будет устранено, сколько это будет стоить и кто это будет делать. Какие районы наиболее популярны для арендаторов? Это тоже очень важный вопрос, и на него хочется ответить так. Когда вы покупаете для себя под инвестиции, вы выбираете скорее то, что вам нравится. Поэтому, если вам нравится Раваи, вы приобрели на Раваях, то, следовательно, просто ищите тех, кто работает в этом районе. На Пхукете 23 пляжа, и если человек сидит просто на одном месте и не выходит никуда, то
он просто не видит Пхукет, и поэтому у каждого гостя есть байк или автомобиль, который он взял в аренду и передвигается по всему острову. До этого я 4 года жила на Равайи и верила, что Равайи — это лучшее место вообще на Земле, и там активный был рынок аренды. Далее я переехала на Суринь, пожила там, в принципе, увидела тот же самый тренд. Сейчас живу на Бангтао и вижу то же самое. При покупке ориентируйтесь на то, что вам нравится, как бы тот район, который вам нравится. Если у вас есть недвижимость в районах Сурин, Наянг и Бангтао, пожалуйста, напишите нам. Мы сейчас набираем пул квартир, мы расширяемся, поэтому с радостью обсудим условия работы именно с вами. Вы, как собственник, имеете абсолютно все права попробовать поработать с несколькими. Хотите, поработайте этот сезон, хотите, поработайте на следующий сезон с другими. То есть это ваш выбор, тут никто никого не привязывает. Со своей стороны, я тоже считаю, что это абсолютно нормально. Мы не все подходим, не со всеми собственники нам комфортно работать. Вообще случаи перехода от одной управляющей компании к другой бывают. И, к сожалению, это неизбежно, так как не все на острове предоставляют высокий сервис, так же, как и не все собственники могут подружиться именно с главой управляющей компании, которая есть на острове. Ну, никто никого не держит, это же не рабство. Мы подписали контракт, там есть условия определенные, там, за 3 месяца, за полгода, за год, я не знаю, у всех разные контракты. Потому что мы предупреждаем, мы с вами спокойно расстаемся. Никаких обид совершенно нет, потому что святое место пусто не бывает. Я замечала, как только уходит одно, приходит сразу 3, 4, 5. Вот и ты еще начинаешь выбирать. На самом деле у нас было очень мало ситуаций, когда собственник от нас уходил. Это либо он забирал квартиру или виллу под свое личное проживание, либо он переходил на другой тип контракта, то есть не краткосрочный, а долгосрочный. Что, мне кажется, собственники не должны делать, это непосредственно участвовать в ценообразовании, потому что мы с этим работаем каждый день, и когда собственник просто приехал, где-то увидел какую-то рекламу, что-то там услышал и говорит, моя цена будет вот такая, но она, допустим, выше рынка, и мы понимаем, что либо квартира будет простаивать, либо у нас шанс ее сдать, но вот по такой цене. А почему у меня квартира не сдается? А почему у меня там такая низкая стоимость? А давайте повышать стоимость. Доверяйте, пожалуйста, своей управляющей компании. Вот ей нужно доверять. Это ваше доверительное лицо, которому вы передали свой объект управления, который вам зарабатывает деньги. И в целом управляющая компания также заинтересована зарабатывать много денег с каждого своего объекта. Да? То есть, в принципе, для чего мы здесь все и собрались? Для того, чтобы зарабатывать деньги. Мы находимся между вами и клиентами, поэтому если у нас есть клиенты, которые с нами уже несколько лет живут, которые нас рекомендуют, которым нравится квартира, и они к нам приезжают, то вполне логично, что они попросят какую-то скидку, либо там дополнительный трансфер. Мы предоставляем им все плюшки, потому что мы очень рады, что они к нам приезжают. Но непосредственно согласовывать каждый букинги с вами вряд ли будет управляющая компания, потому что у нас происходит, то есть у нас подключено несколько систем бронирования. У нас есть прямые клиенты, есть Airbnb, есть Booking, есть Островок, и брони прилетают, брони отменяются. В общем, это огромный пласт работы не только по установке цен по периоду, плюс коммуникация с гостями, но и также политика отмены. Поэтому никто с вами не будет согласовывать брони. После того, как собственник получает плохой опыт, он обжегся и начинает дуть на воду. Соответственно, ты должна закрыть его болевые точки уже при первой встрече. Что конкретно его беспокоит, почему он хочет участвовать и что конкретно он хочет контролировать. И до его замечаний и до его поступков дать возможность видеть прозрачную отчетность. И после получения прозрачной отчетности этот вопрос может отпасть сам собой. И второй вариант, почему собственник хочет участвовать, это неопытный собственник. Собственник, у которого первая недвижимость, у которого первая квартира. И вам даже не имеет смысла, на самом деле, вести вот эти листы, которые часто собственники заводят, о том, что так, у меня там 3 брони, ага, что с ними? Да мы не знаем, что с ними, если честно, потому что у нас все в теме, они могут слететь, если бронь была отменена, и, то есть cancellation policy такая, что мы получаем деньги, мы, допустим, конкретно внесем это как бронь, за которую собственник получит деньги. Но в целом мы не отчитываемся по всем броням. Мы в итоге делаем отчетность только по тем броням, которые заехали и за которые пришли деньги. Те брони, за которые еще деньги не пришли, они есть в отчете, и они уже будут вам выплачены, когда мы получим их на свою компанию.
Это, возможно, все звучит очень сложно, но в целом это такой бизнес, который непростой, и когда мы показываем отчеты, как бы далеко не все могут их понять, потому что там реально очень много информации. Например, сколько дней жили клиенты. Плюс какой-то период, допустим, 3 дня на декабрь, остальное на январь. Почему сумма дробится? Почему сумма букинга такая? Но плюс дополнительно есть же куча фи, и не все агрегаторы на самом деле их показывают. И очень часто мы получаем не ту сумму, которая по букингу, а мы получаем сумму немножко ниже, потому что там есть 2,5% за то, что клиенты, и мы используем вывод денег, то есть это payment gate. Это не игрушка, это колоссальная работа, которая делается командой профессионалов на ежедневной основе. Это общение с гостями, это нервы, это стресс, когда ты получаешь ежедневные сообщения, на которые ты должен отвечать в любое время дня и ночи. То есть у нас одна команда работает по Пхукету днем, другая команда работает по Пхукету ночью. Но вопросы, которые задают люди, даже которые еще не совершили бронирование, бывают не всегда понятными, не всегда прозрачными и не всегда те, которые ты ожидаешь. Поэтому мы сталкиваемся с этим на ежедневной основе. Это наша работа, мы за это получаем деньги. На самом деле это огромный бизнес, который работает так, и пытаться его со своей стороны контролировать, скажу так, вам будет сложно, и управленцам с вами тоже будет нелегко. Звучит жестко, но, в общем, это выбор каждого. Здесь либо мы находим друг друга и работаем с друг другом, либо как бы, все свободные люди, контракты могут быть расторгнуты. И еще, кстати, по поводу расторжения контракта. Если подписаны договора, то обычно те брони, за которые уже внесены депозиты, особенно если это брони, допустим, через агрегаторы, то вам лучше, как собственнику, все-таки их оставить, потому что это репутация управляющей компании. И если вы просите или вы говорите в приказном порядке, что эта бронь отменяется, то значит вы будете платить эти штрафные санкции. Потому что у нас полностью система была настроена, мы подтвердили гостям, гости планируют приехать к нам, и если вы наставите на отмене, следовательно, вы будете платить эту неустойку. Если у нас есть возможность бесплатной отмены, мы договорились с клиентом, он как бы согласен, то окей. Но далеко не каждый клиент будет, в принципе, общаться и говорить, что, ребята, это ваши проблемы. Я уже выбрала ваше жилье, я хочу к вам приехать. Если у вас не получается, это ваши проблемы, решайте как хотите. Поэтому, еще раз повторюсь, в этом бизнесе клиенты абсолютно разные. Когда меня спрашивают собственники о том, что, Лена, мы хотели бы приехать, закройте, пожалуйста, для нас даты, и называют меня как раз новогодний период, я каждый раз прям проговариваю: ребят, пожалуйста, не задавайте мне потом вопросы, когда я вам пришлю годовой отчет. Потому что именно новогодний период — это то время, когда мы можем заработать максимальную прибыль как для собственника, так и для себя. Какие сезонные колебания спроса на аренду? У нас есть 2 сезона. Это низкий и высокий сезон. В низкий сезон, допустим, какая наша стратегия как управляющая компания? Мы стараемся найти гостей, которые проживут от 3 до 6 месяцев. Поэтому я считаю, что это очень хороший вариант. И плюс в низкий сезон прилетает немножко другая аудитория, можно сказать, менее платежеспособная, и цены в низкий сезон у нас ниже. Плюс это, конечно же, связано с сезоном. Здесь, на Пхукете, у нас тепло, можно купаться, но вот насчет моря нужно как бы искать момент, потому что в одним днем можно будет покупаться на том же Бангтао, на следующий день как бы уже нет, потому что волны. То есть в этом плане сезонность у нас есть и тяжело спрогнозировать. Поэтому на низкий сезон как бы наша стратегия — это искать гостей, которые поживут с нами долго. Что касается высокого сезона и предподготовка это где-то ноябрь до 20 декабря, тогда цены уже повышаются примерно в 3 раза на наши объекты, и мы входим в высокий сезон. В высокий сезон мы в основном работаем, конечно, по максимальной цене, поэтому в целом у нас заполняемость квартир 80%, это я говорю про наши квартиры. В низкий сезон мы стараемся работать в долгосрок, в высокий сезон мы уже как бы работаем от периода. Потому что в кондо можно сдавать от 1 месяца. В этом году один застройщик прислал информацию о том, что в его проекте можно сдавать только от 6 месяцев. Поэтому при покупке вы тоже должны как бы это все проанализировать и понимать, что аренда высокая может быть, допустим, 6 месяцев в высокий сезон. Да, можно. Но, опять же, нужно ориентироваться от рынка.
Так, пытаюсь донести до вас очень важную информацию, но верю в голове, и я влюбленный. Хочу сказать о том, что если можно сдавать только на 6 месяцев, то, конечно, все-таки эта арендная плата, она будет ниже, чем вы будете сдавать, например, это помесячно. Поэтому это первый момент. Второй момент. Если вы покупаете проекты в кондо, где есть отельное управление, то здесь все-таки идет какой-то такой подмена понятий. Потому что одно дело, когда управляющая компания, которая купила вот эту отельную лицензию, она за нее заплатила, как бы это стоит не только денег, но как бы еще и надо под определенные параметры подходить. В проектах, в которых мы работаем, мы отдельно, как управляющие, не можем купить отельную лицензию, ну просто как бы не проходим по этим параметрам. Поэтому это должен делать как бы застройщик еще вот на этапе формирования управляющей компании. И второй момент, когда вам говорят о том, что в этом комплексе есть отельное управление, это не значит, что ваш управляющий, ну, допустим, компания, как моя, еще моих коллег, которые сегодня в выпуске, что они имеют право сдавать посуточно. Нет, это не так. Посуточно может сдавать только управляющая компания, непосредственно представляющая застройщика, либо застройщик нанял, в общем, вот эту компанию, договорился. Поэтому, если это кондо, там можно сдавать от 1 месяца. Поэтому, когда я говорю, что в высокий сезон мы работаем над заполняемостью, и это зависит от периода аренды, это значит, что мы сдаем от 1 месяца и, например, до 3 в высокий сезон. Что делать, если арендатор испортил имущество? Этим должна в идеале заниматься управляющая компания. То есть они заселяют клиента, берут у него депозит и на выселении проверяют квартиру. Слава богу, у нас не было каких-то там прямо безумных историй, но, тем не менее, за что чаще всего как бы не возвращается депозит. С диваном что-то случилось, будь то вино, либо чья-то неожиданность. Простой пример. Человеку было неудобно, что штора как-то там не так висит. Он ее просто прорезал, ее решил вот повесить на петельку. Так ему удобнее. Депозит обычно должен покрывать часть расходов на квартиру. Когда мы берем депозит, обычно он составляет $500, если это дорогая недвижимость, то примерно $1000. Например, могут быть такие случаи, что квартира будет в плохом состоянии. Это означает, что гость во время проживания не пользовался, например, кондиционером, не соблюдал чистоту в номере, и после выезда квартиру мы получаем в очень загрязненном состоянии. Это грязные ковровые покрытия, это грязная мебель, требующая чистки. Например, могли курить в апартаментах или на вилле. Чем ограничен вот этот депозит? То есть вы как собственник можете сказать, я хочу депозит, например, на квартиру 2 спальни $2000. Но вы должны понимать все-таки, что это за квартира, в каком она районе, как она обставлена. Ну, то есть уровень депозита, несмотря на то, что у вас, да, новая техника, он должен соответствовать уровню проекта. Они говорят, мы купили квартиру и обставляли ее с любовью. Я говорю, ваша любовь на сумму сдачи не влияет, поэтому не надо покупать каких-нибудь изящных ваз, вещей, столов там, и так далее. Если ваша квартира находится в рентабельном районе, она сдастся ровно за такую же цену, за сколько с обычным ремонтом. У нас есть фиксированный депозит, это $500-1000, и, допустим, летом чаще всего этот депозит снижается, потому что приезжает немножко другой клиент, и он как бы просит, что, пожалуйста, давайте там не 500, а, например, там $400-300. Мы как бы общаемся с клиентом и можем договориться и снизить ему депозит. В высокий сезон, конечно, такого не происходит. У нас максимальные депозиты, потому что многое может произойти в высоком сезоне. Мы не вернули депозит гостю. Мы это делаем крайне редко. После выселения, да, то есть мы заходим в квартиру, а там не то, что грязно, не то, что свинарник, но, чтобы ты понимала, там дверь в туалет вынесли. Она просто лежала на полу. Слайдовая дверь, ее просто вырвали, и она лежала на полу. На нашей практике было такое, что депозит не покрывал сумму ремонта. Например, у нас был случай, когда клиенты выехали, и нам нужно было покупать постельное белье, комплекты полотенец, стаканы, блюдца, 2 новые тумбочки, потому что они были в вине. Поэтому депозиты мы берем также все данные клиентов, то есть их паспорта, и заключаем контракты, где как раз все это прописано. Приходит на выселение, принял виллу, как бы все нормально. И тут смотрит, короче, на стене такая длинная полоса пыли. Странно, тут же был телевизор, подумал он. А телевизора нет. В итоге они повезли телевизор в аэропорт, и мы его нашли, когда он уже сдавался в багаж.
Какие самые частые поломки и как их предотвратить? Как управляющий могу сказать, что поломки бывают из года в год. Даже если в прошлом году мы купили технику, купили новые кондиционеры, на следующий год что-то может пойти не так. Поэтому наиболее частые поломки – это кондиционеры, гигиенические души, телевизоры, чайники, тостеры. Все это может перегореть. Конечно же, это кондиционеры, телевизоры, чайники, тостеры. Может произойти все что угодно, скачок напряжения в Ты электричестве. как опытный человек, да? Потому что буквально за эту неделю у меня сломалось 2 вытяжки в одном из комплексов. Ну, у нас точно такое же было. У нас просто телевизоры, 3, по-моему, телевизора в одном проекте моментально после одного скачка. Они просто вырубились, они работали, ну, как бы все. Кто на самом деле за это ответственен? Гость, который там проживает? Нет. Управляющая компания? Ни мы, ни управляющая компания комплекса тоже никак не может повлиять на этот скачок напряжения. Ну, сложилась такая ситуация. И, соответственно, нужна будет либо замена этого электроприбора, либо, если есть возможность его отремонтировать, Да. то есть мы идем в ремонт и его ремонтируем. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно отправляйте его друзьям, коллегам, тем, кто хочет купить здесь недвижимость. Потому что я пыталась составить максимально подробное видео, отвечаю на очень много вопросов, встречаюсь со своими коллегами для того, чтобы у вас было больше информации. Спасибо, что посмотрели. Обязательно делитесь им и подписывайтесь на канал.